Итак, на дворе 10 минут 10. Мы пришли к выводу, что наш поход хуйня. Как-то антуражик, да, изменился? Это просто я в одной из приписких квартир сижу. В общем, в прошлом году я сходил в свой одиночный поход в Чернобыльскую зону отчуждения, о чем я снял видео, фоточки сделал, и все было хорошо, все ждало своего времени, когда я начну это все дело монтировать. Но случилась незадача. Замечательная следователь Светочка, идти ее копытом, изъяв у меня технику, лишила меня некоторых данных, отснятых там. Видео я сбэкапил, а вот про фотографии даже как-то и не подумал. Соответственно, фотографии остались у нее. Технику мне до сих пор еще не вернули. Тянет она со всем этим делом, хочет мне подсолить, поднасрать. Ну, в общем, ладно, на ее совести. Закон делает. Света, привет. В итоге я прекрасно понимаю, что видео без фото не совсем то, решил, что надо изыскать свободное время и сгонять снова в Чернобыльскую зону, чтобы сделать те самые фотографии. В итоге все получилось прям просто через пятую точку, потому что время я изыскал. Но были проблемы с машинами, с транспортом, с людьми. Во-первых, я сижу один, но нас вначале было 4. Вначале отвалилась на этапе подготовки подруга. Почему она отвалилась? Ой, Андрюшек, прости, пожалуйста, я тут опять вбегаю. Да, прости, никакой. Все, у меня такси приехало. Нас осталось 3. По пути в Минск. Там мы должны были забрать нашего 3-го товарища. Мы узнали, что с ним случилось. Маленькая неприятность. Другая ушла. Мы остались вдвоем. Доехали до Чернобыльской зоны. Зашли в нее. Пошел дождь, который перешел в мокрый снег. Товарищ, впрочем, как и я, мы оба вымокли, прошли немного, и товарищ, понимая, что здоровье у него намного хуже, чем у меня, принял решение вернуться обратно. Я остался один. Давай тогда, пока-пока, удачи тебе. Давай, удачи. И весь этот поход я его назвал так, поход ради похода, потому что своей цели конечной до конца я так и не добился, так как я сделал фотографии лишь части тех фотографий, которые сделал тогда. Потому что погода, конечно, очень сильно, скажем так, все попортила. Во-первых, неожиданно для меня оказалось, что те берцы, которые я купил, довольно-таки неплохо выпускают воду. И образовавшиеся мазурки и так далее довольно-таки сильно доставляли, мешали передвигаться. И во-вторых, все, что связано было с моими перемещениями длительными, все вызывало осадки. То есть сейчас я сижу, там за окошком солнышко, все хорошо, там облачка какие-то и так далее. Но сегодня ночью я шел, был дождь. До этого я шел, сколько я там шел, 2 дня, был дождь, мокрый снег, в общем, задница какая-то. В итоге я решил, что все-таки надо немножечко наснимать чего-нибудь. Ну, скажем так, по второму разу снимать отснятое ранее, естественно, смысла нету, поэтому этот ролик я решил сделать эдаким, как он называется, приквел, сиквел, ну, в общем, предысторией к тому походу. Пусть оно будет там. Поэтому вы смотрите то, что происходит в 2016 году, а потом пойдут ролики из моего того соло-похода. Я думаю, будет интересно. Поехали. Чаечек за вас. Доброго времени суток, дорогие друзья! Я хотел начать снимать этот ролик, вообще эту серию роликов несколько позже, но возникшая ситуация прям вот сказала: начинай снимать сейчас. Итак, мы идем снова в Чернобыль, в Чернобыльскую зону отчуждения. 2016 год, на дворе конец октября, 26 число, час 02. Все замечательно. В чем заключается ситуация? Мы едем по замечательной дороге из города Овруч. Все хорошо. Главное иметь замечательную реакцию, потому что иногда возникают вот такие вот казусы. Наверное, точнее даже так, не то, что наверное. Здесь, когда мы ехали, были пожары, точнее горит листва, верхний слой земли. И, возможно, пожар, либо ураган какой-то пронесшийся, валит эти деревья, то есть все повалило. Много веток уже по пути видели, какие-то кусты, там еще непонятно, все валяется на дороге, поэтому это постоянный слалом. Так что
Хорошо иметь замечательные тормоза в машине и... 4 глаза. Да, 4 глаза, в общем, и четкие ноги, что называется, четкий мозг у прокладки между педалями и сиденьем. Если бы все было наоборот, это было бы, наверное, печальнее, и сейчас бы мы немножко расколбасились. Ну, ладно, мы-то целые живы, теперь это все надо оттаскивать. Самое интересное, что за 2 минуты до этого дерева я сказал о том, что неудивительно, если мы здесь найдем дерево. Эх, блин, природоведение! Да я толкаю! Ну, отлично. Сухое, флаг. Так, ну надо ветки тогда раскидать еще. Эти... Спустя пару минут ситуация стала намного лучше. Так что можно ехать дальше. Надеюсь, больше никаких препятствий не возникнет. Но глаза широко раскрываем. А вот, скорее всего, одна из причин того, что здесь тут так все весело падает. Ну, конечно, плохо видно. Горят леса. Как-то слабенько, но горят. Несмотря на то, что уже поздняя осень. Дорога, как видите, засыпана просто вот постоянно какие-то ветки, листья и так далее. И иногда встречаются ветки покрупнее, иногда деревья, вы уже сами видели, иногда встречаются капитальные ямы. Поэтому прям реально NFS Underground. Едешь, блин, и обгоняешь постоянно, точнее объезжаешь все, что можно. Езда с препятствиями. Мы находимся на КПП, на дороге, которая пролегает через Чернобыльскую зону отчуждения. Андрюха пошел узнавать, как, собственно, нам проехать. Шлагбаум, знак радиоактивной опасности. Дорога между Овручем и Иванковым проходит по части территории Чернобыльской зоны отчуждения. Там находится она ограничена КПП, соответственно, въезжаешь, по идее тебе должны выдать бумажку со временем, когда ты въехал, ну и на выезде ты ее предъявляешь. Мы сейчас едем в районе 2 часов ночи, соответственно, ничего нам вообще не выдавали, а проезжаете, то есть можно хоть куда-нибудь тут уехать. Сама дорога проходит через село, деревню или даже поселок, наверное, городского типа будет, более точно под названием Полесский, Полесское. Он был расселен в середине 90-х, в 95-м, если я не ошибаюсь. И на данный момент вот можно увидеть дома, брошенные дома, в которых ничего не осталось. И как, я тут уже был, в принципе, сохран тут даже в какой-то части еще меньше, чем в Припяти. Так что вот такие дела. А мы двигаем дальше в сторону КПП. Уважаемые дамы и господа, мы оставили машину в надежном месте. Надежный человек привез нас к границе с зоной. И сейчас мы будем заходить, естественно, снимать тут такие потемки, что абсолютно нечего. Поэтому, как обычно, по пути будет что-нибудь интересное. При свете тусклого фонарика я вам это покажу. Ну, а вот так вот выглядит вход в зону. Бетонные опоры, к которым привязана колючка, и которая идет так вот, ограничивая доступ в нее. Но это не для нас. Нам за нее. Съемки спустя несколько часов довольно-таки оперативно делаю, потому что идет дождь, мы идем под просекой ЛЭП. Я такого довольно-таки нетипичного упакованного вида, потому что хорошо, что додумался взять с собой дождевичок. Причем у меня дождевичок довольно-таки незаметный. А вот наш тактический товарищ заметный. Но сейчас это уже не важно. Огромный косяк, и те, кто сюда ходит в зону, они все прекрасно поймут, заключается в том, что мы вошли довольно-таки поздно. Мы зашли где-то в 4 утра, если я не ошибаюсь. И это привело к тому, что та дорога, вдоль которой мы идем, спустя пару часов наполнилась автомобилями, и нам пришлось с нее сойти и идти по лесу. По лесу скорость, естественно, намного меньше, рюкзак у меня реально очень мега тяжелый. И мы идем еле-еле, поэтому сейчас дойдем тут до одного домика, который я присмотрел на спутниковых картах, и надо будет переждать светлое время суток для того, чтобы ночью дальше продолжить движение до нашей точки, куда мы хотим вообще дойти. Я даже не говорю, куда мы дойдем, потому что я еще не знаю, куда мы успеем дойти. О, какой миленький. 10 минут 10-го мы находимся на территории пункта специальной обработки рудня Вересня. Здесь нашли небольшое такое помещение, в котором решили остановиться и передневать. У товарища знатная трава была, в принципе, она была довольно-таки ожидаемая. У него кроссовки, зимние кроссовки, они сами по себе теплые, но с этой водой они насосали от травы очень много воды. В принципе, у меня немножко лучше ситуация, но тоже влажно, потому что через всякие разные, там, я не знаю, отверстия, не отверстия, в общем, от травы вся беда, от мокрой. Поэтому ноги у меня тоже влажные, и это не очень приятно. Тем не менее,
помещенница. Вот такое вот помещенница. Немножечко я подмел. Расстелили мы спальники, все довольно-таки сыроватенькое, нету гермочихла на рюкзаке, рюкзак я взял у приятеля, у меня есть свой, но в свой не помещались все вещи, потому что товарищ мой, так скажем, объективно менее выносливый, у него более компактный рюкзачок, и, соответственно, часть вещей приходится тащить мне. Рюкзак реально тяжеленный, и, ну, в общем, судьба моя такая. Чуть-чуть мы подготовили это помещение, помимо того, что подмели Гошин дождевик, в котором он шел, мы закрепили на армированный скотч, так, чтобы по низу хотя бы не сильно дуло воздухом, не сквозило. С обратной стороны я вставил окошко, и в окошке разбитое стекло сверху я завесил платочком. Это так мило. Стало немножко больше уюта. Еще здесь разбита какая-то непонятная большая желтая стеклянная фигня. То есть я даже сейчас уберу фильтр, и вы поймете. То есть вот это вот желтое стекло, какой-то реально большой кусок его был. Не знаю, что с ним тут делали. Много осколков этого стекла. Ну, в общем, оно особо сильно нам не мешает жить. Полы более-менее нормальные. Там при входе более сильно прогнившие. Ну, а мы сейчас будем разогревать чаек, потому что нужно горяченького принять. И попробуем улечься, немножечко вздремнуть. Хотя, конечно, сырость, да, доставляет, видите, подтеки сырости везде. А тем временем за дверью наступало полное веселье. Дождь превратился в снег и начал запорашивать все в округе. Здесь другого слова, как запорашивать, ты и не применить. У нас чаек. Сейчас будет согреваться, точнее вода кипятится. Гочи тяжко. Гоша, да, все. Гоша сейчас сам скипятится. И, ну, кто ходил в походы, тот прекрасно меня поймет. А кто не ходил, скажу так, когда ты сыроватый, когда ты намерзся, горячий чаек, это просто самое то, вообще просто горячее. Ребята, ну вообще ком. Ой, лучше этого, наверное, может быть только дом. Наверное, вот только в таких походах понимаешь, что дома круто. А дома сидишь и такой, какая скукота, свалить бы куда-нибудь. Ну вот, мы попили чай, поели немножко хлебцев и, надеюсь, нам удастся поспать. Так что, надейтесь и вы тоже вместе со мной. Гоша? Ага. Дирижабль. Ага. Пол-6 вечера. Нам удалось поспать 8 часов. Конечно, это нельзя назвать таким сном, потому что постоянно просыпались, переворачивались, сырость давала себе знать, ноги мерзли, вроде и спальник теплый. Я в термухе, в комбезе и так далее, но вот все равно ноги подмерзали, постоянно там что-то их под себя поджимало и так далее. Ну, соответственно, напарнику тоже не айс. У нас получается довольно-таки глупая ситуация, потому что, ну, в принципе, видели прогноз погоды, и, блин, у нас все глупое получается, но как есть. Недостаток времени, конечно, он в этом плане очень сильно влияет, так как надо спешить на работу и дальше по делам. Так вот, у напарника моего здоровье более слабое, чем у меня, и он понял, что не осилит даже эти оставшиеся там 2 дня, сколько у нас есть, потому что все у него мокрое, к тому же кроссовки у него мембранные, и, ну, в общем, печаль, беда. Они не высохнут, не посохнут, да, мои берцы-то, если что, еще высохнут на мне. Поэтому он сегодня будет выбираться обратно. Ну, так, сходил, прогулялся до Пусо-Рудня вересня и пошел обратно. А мне надо идти будет дальше. За окном зима, там снега, ну, я думаю, видите, сколько навалило. Снег – это еще дополнительное палево, потому что следы остаются. Если там по дороге где-то идешь, то ладно, то в той же Припяти это, конечно, будет более заметно. Я надеюсь, что все это как-то подтает, но на ближайшие пару дней обещают снег, и только на мой обратный путь там вроде как должно все более-менее нормализоваться и тучи разойтись. Поэтому сейчас мы готовим кушать. Кушаем, на улице темнеет.
за это время, и мы выбираемся на дорогу, и дальше наши пути расходятся. Надо будет еще разобраться с некоторыми моментами в плане, чтобы его забрали. У него сейчас нету на его номере украинском денег. То есть это, грубо говоря, такие моменты, которые как бы придется вот сейчас решать по пути, надеясь на то, что появится сеть мобильная. В Припяти есть сотовые, точнее даже не в Припяти, а на Чернобыльской атомной есть базовые станции. Будем надеяться, что они там по прямой добьют. Ну, а сейчас пока обычная бытовуха, няма-няма, носик напудрить и все дела. За окошком, точнее за дверью, уже стемнело. Мы тут хаваем усиленно. У нас кускус, тушеная конина и замечательный, забыл, как называется, Jet Oil. Да, прикольная штука. Позволяет, в общем, там находится радиатор, и при минимальных потерях тепла это все дело можно согреть. Единственное, что этот Jet Oil не мой, я им пользуюсь первый раз, я не знаю, может, я туплю. Я на всякий случай снимаю эту теплоизолирующую резинку, чтобы не поджечь, чтобы она там не разогрелась от огня. Но, может быть, это и не совсем правильно, потому что тепло все довольно-таки неплохо распределяется по радиатору, и здесь уже уходит довольно-таки такой относительно прохладный воздух, поэтому, может быть, я не прав, но на всякий случай, чтобы не подпалить, так как все дело не мое, я это делаю сейчас так. А уточнить возможности нету, так как нету сотовой связи. И так вот и живем. Незнание не сила. Ну что ж, ребята, мы практически запаковались. Часть вещей я отдал Гоше, но это даже не вещи, это часть еды, потому что он уходит обратно, а мне еды прям с излишком, я бы так сказал бы. То есть, возможно, я даже сделаю какой-нибудь схрончик и там кому-нибудь из своих скажу, потому что у меня очень много шоколада, супов быстрого приготовления, крупы, макароны и так далее. Так как изначально все-таки планировалось идти и втроем, и на 5 дней, и потом вдвоем на 5 дней, и потом вдвоем на 3 дня, а потом один на 3 дня. В общем, задница какая-то по времени. Все 100 раз перелопатилось, так что сейчас добираем последнее и уходим. Часть мусора я сжег, часть мусора будет оставлена благополучно сгнивать, потому что здесь его тащить вообще не варик. Ну и, естественно, вас интересует, наверное, фон, где мы тут, как мы тут находимся, где мы среди чего живем. Как видите, фон в норме, 12 микрорентген, так что вполне себе ничего так. Что может выдать сталкеров, которые нашли прибежище в каком-либо брошенном доме? Подметенный участок пола. После нас так и осталось подметенный участок и неподметенный участок. Мы покидаем этот домик. Спасибо тебе большое. Платочек я забрал. Ну вот мы дошли до дороги. Здесь наши пути разойдутся. Товарищ уходит налево, а я ухожу направо в сторону Припяти. Ну что, Гош, пока-пока. Увидимся. Хе-хе-хе. Еще как. Удачи тебе. Все, давай, удачи. Вот и остался один. Идти по дороге — это своеобразная задница, потому что постоянно приходится пропускать идущие мимо машины. Сейчас они ездят в небольшом количестве, но ездят. И главное, чтобы мои следы их не спалили. Точнее, меня не спалили. А вот так вот звучат кабаны. Ой, этого удовольствия мне еще терпеть много, я чувствую. На самом деле немножечко так очковенько, когда идешь, и такой резкий такой хруст раздается. Алярма! Где-то бегают там. Главное, чтобы за мной не ломанулись. То это будет крайне неприятно. Вот сейчас мне очень захотелось бы, чтобы тачка какая-нибудь проехала, дабы их шугануть. Но по закону подлости никого не будет, поэтому просто обходим мимо. А их тут целое стадо. Судя по всему, парнокопытные хреново, блин. Хроники досуга. Не все мне идти по дороге. Кое-где надо обходить всякие разные КПП. И поэтому я иду, спасибо, хоть не по лесу. Вот по такой какой-то заброшенной дороге. Снега немножко навалило, ноги проваливаются. Скорость значительно замедлилась. И, в общем, конечно, усталость такая чувствуется капитальная. Но деваться некуда, нужно идти. Потому что здесь где-то раскладывать спальник и ночевать не вариант. Да и время как бы уже не позволяет. Все, выключаю фонарь, не палимся. Ну что ж, я шел где-то 9 часов. В этой поездке, по-моему, мне не везет вообще абсолютно совсем.
С машинами геморрой, с людьми проблемы, с погодой вообще полная задница. Ну и одно следует из другого. Возможно, надо было пропитать обувь, берцы каким-нибудь гидрофобным составом. Никогда им не пользовался, но, видимо, те бэушные берцы, в которых я ходил раньше, были с чем-то пропитаны, потому что они не мокли так интенсивно, как эти. Точнее, не так интенсивно мокли. В общем, пришел я сюда мокрый. Шел я от точки к точке, что называется. На карте помечал там через несколько километров место, где я встану. И, соответственно, шел до этого места, отдыхал, пил воду, съедал какой-нибудь ништячок, шел дальше. Вот так вот, шаг за шагом, час за часом, километр за километром я пришел к третьей очереди. Сейчас я сижу на том же самом месте, где сидел год назад, чуть больше года. Вы еще пока не знаете, не узнаете это место, вам оно еще ничего не говорит, вот эта вот дверца холодильника. Но, тем не менее, когда у вас дойдут... Точнее, я смонтирую, а вы посмотрите видео про третью очередь, тогда вы все поймете. Я шел к этому месту и очень надеялся, что здесь ничего не изменится, не сдадут эту дверцу холодильника в металлолом, не завалят чем-нибудь, крыша не проломится, протекать в этом месте не начнет. Но здесь ровно все точно так же, как и было год назад, где я прятался от урагана, в этом самом месте. Теперь буду раскладываться. Надо сделать чайку и укладываться спать. Я сегодня хорошо поработал. Сушу ноги. Носки. Вон даже там, наверное, видно, как пар с них идет. Хочу сегодня в носках поспать. Потому что предыдущей ночью спал без них. И как-то что-то у меня не дубели. Усовершенствовал процесс. Теперь ноги не надо держать на весу. Вот так вот и живем. Мы же газ закупали на 5 дней. Да на 3. А в итоге 1 и на несколько дней. Там на 2, на 3. Поэтому газа мне хватает. Так, ну что, спал до 3, собирался в 1,5 часа, пока поел, перепаковал, спрятал все вещи, но сейчас выдвигаюсь на третью очередь. Думаю, успею с крыши еще сделать несколько кадров. Вообще плохо, конечно, идти по ночам, потому что потом спишь весь день, а день короткий, и в итоге, как всегда, ничего не успеваешь. Судьба моя такая, видимо. Как и год назад, подхожу к громаде недостроенной атомной электростанции. Это, конечно, очень эпично. Вот это всем заброшкам заброшка. В прошлом году я ходил, тут вообще ничего не понимал. Что, где, что, как. Да я честно не особо понимаю. Потому что хоть они вроде как и типовые, не реактор РБМК-1000, но компоновка, планировка помещений, она везде отличается. Да, и я в конце концов не ядерный спец. Поэтому... Да, наверное, веселое видео будет. Ну да ладно, сейчас наша задача, пока шибко не стемнело, попасть на крышу и сделать пару фотографий. Итак, мы на крыше 5-го энергоблока. Вид на Чернобыльскую атомную, на все очереди. На кадре видна 2-я очередь атомной электростанции. И мне, да я думаю, вам будет интересно посмотреть на то, как изменилась арка с сентября 2015 по октябрь 2016 года. Скоро надвигать, кстати, будут. Народу сюда ломанется. Мамма мия. Но я буду уже работать на работе. И этой красоты не увижу. А я тут решил немножечко поперископить. Сделал несколько фоток. Фотки, конечно, отстой, потому что погода совсем не фототельная. Но, тем не менее, немножечко поперископить. И вот нам ребята что-то пишут. Сходку просит и так далее. Видел твои видео на ютубе, ты был в больнице. Да, был я в той больнице и так далее. Короче, летят комментарии. И, может быть, кто-то из зрителей увидит себя в этих комментариях. Сейчас съемки комментов идут прямо на камеру. Ох, как они летят просто. А темень-то опустилась, конечно, хорошо. По периметру подсвечена как раз Чернобыльская атомная. Ближе к нам находится 1-й энергоблок. Там подальше виден свет над аркой, которую скоро будет надвигать. Так что так вот. Мама, я в ютубе.
Так, ладно, все, вырубаю камеру тут. Ой, мама мия. Вот эта штука называется палево. Кто-то ходит и шарится этими фонарями. Может, это сталкер, может, еще кто-то. Я подходил к лестнице и услышал мужские голоса. Они на этажом ниже ходили. Застыл, и пока вот тут тусуюсь. Ну, выбрался я без проблем, как вы поняли, раз я уже занимаюсь какой-то готовкой. А вообще, небольшие плюсы от снега, точнее, единственный плюс, который я вижу, это в том, что из него можно сделать воду, чистую воду. Не надо париться там фильтровать, набирать ее где-то в сомнительных источниках и так далее. Но у снега есть минус. Он не такой плотный, как вода, поэтому придется мне еще периодически ходить за добавочкой. Вот так и выглядит вечерняя посиделка моя в Энетике. Носки посушены, спальник разложен. Можно, в принципе, укладываться спать. Правда, спать не сильно хочется, потому что привык в последнее время ложиться с утра после перехода. Но надо. Завтра день проведу еще на третьей очереди и в ночь выдвигаюсь в сторону Припяти. Ну что ж, сегодня я весь день спал. Под конец дня сходил, снял всякие разные сигны, сделал несколько фотографий при более лучшем свете и дождался ночи. Сейчас выдвигаюсь в сторону Припяти. В принципе, практически все собрано. Мусор часть сожжен, часть аккуратно утилизирован. Периодически опять на улице испортилась погода. Сегодня было прям даже солнце днем, потом немножко стало пасмурно, но дождя не было. Сейчас периодически идет дождь, поэтому в этом походе, конечно, мои пешие переходы не отличаются везением. То снег, то дождь. Ну, ладно, что делать? Завтра, я надеюсь, у меня уже все это закончится. А пока что собираемся и в путь. Камеру я выключаю, убираю поглубже, чтобы она не намокла. Следующий день я в Припяти, и что я хочу сказать, да я победитель по жизни в этом походе, просто дичайший. Все пешие переходы меня сопровождают осадки. Я шел полночи под дождем, у меня опять внутри ноги вскрылись, старые мозоли какие-то новые образовались. В общем, я пришел, я уже ничего не хотел. А погода сегодня в Припяти у нас какая? Солнце. У вас вообще белый экран. Солнце, солнце. Карл! И то же самое было на третьей очереди. Я шел под снегом до нее, под дождем, под 7. На третьей очереди было солнце, пасмурно. Ничего не было. Вышел, пошел дождь. Меня бомбит. Блин. Ну, собственно говоря, поход ради похода получился. Потому что из фоток я сделал только вот треть. Даже меньше того, чего планировал. Все остальное время я боролся с осадками, переходами и прочей фигней. Сушил обувь и так далее. Вот вообще не повезло. Ой. Поднялся на крышу, а там экскурсанты ходят. В принципе, такие кадры вы уже видели не раз из моих роликов и роликов других ребят, но тем не менее, это последние кадры, снятые именно мной. Кадры там, где виден саркофаг над 4-м энергоблоком, потому что через несколько недель начнется надвижка арки, и все это дело благополучно скроется. Так что саркофаг потихоньку будет уходить в небытие. Но, впрочем, это и хорошо. Я думаю, что не надо говорить почему. В общем, замечательная квартира. Огромное спасибо Роме Титаренко за то, что он мне ее подсказал. Потому что та предыдущая квартира, в которой я вписывался в прошлом году, уже закончилась. Ее спалили. Это пока еще жива и цела. Так что я ребятам оставил там небольшое послание. И немножечко ништячков. Пусть покушают. Выбросился я из зоны, ничего не снимая. Так как банально. Было не до того. Да и цель похода была фото, а не видеосъемки. Времени из-за всех погодных перипетий потерял столько, что пришлось очень поторопиться, чтобы успеть на работу.
С этой спешкой связана одна забавная история фейла, озвученная мной в ролике «Победитель по жизни» на лайв-канале. Ссылку на него я оставлю в описании к этому ролику и в видеоаннотации. А в следующей серии мы с вами перенесемся в 2015 год и посмотрим удивительно красивые кадры, снятые мной по пути вглубь Чернобыльской зоны отчуждения, а также узнаем много новых интересных историй из жизни зоны. До новых встреч! С вами был МШ.